Война. День 392. Ситуация на фронтах. Появились кадры, демонстрирующие переброску россиянами старых советских танков Т-54 и Т-55. Вероятно, их будут восстанавливать и бросать в бой. Ранее мы уже видели широкое использование россиянами танков Т-62. Только по блогу Oryx Россия потеряла 73 таких танка. Всего же россияне потеряли 1871 танк, только по подтвержденным кадрам. Реальная же цифра выше, отсюда и вытекает вынужденная мера по расконсервированию старых образцов. Разумеется, эти танки не способны на равных конкурировать с современными танками и будут легко ними уничтожены. Но тем не менее, это грозное оружие с пушкой и броней, и пехоте, против которой эта техника будет действовать, вряд ли будет сильно легче от того, что танк, стреляющий в них, старый. Воздух. Сегодня ночью Россия совершила удар по Украине с помощью иранских дронов «Камикадзе» «Шахед». Всего было выпущено 21 БПЛА, 16 из которых удалось сбить. Один дрон поразил общежитие в Киевской области, в результате чего погибло 3 человека. Также россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Одессе. Там о пострадавших не сообщается. А днем ракетному удару подвергся жилой дом в Запорожье, в результате чего пострадало по меньшей мере 25 мирных жителей. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Черниговской, Сумской и Харьковской области. По линии Сватово-Кременная идут бои, но продвижения не зафиксированы, как и на правом берегу Северского Донца, где бои продолжаются все за те же населенные пункты. Тяжелая ситуация в Бахмуте, где за последние несколько дней у россиян произошли незначительные продвижения, в особенности на юге города. Там они смогли продвинуться в частном секторе. Сегодня район Бахмута посетил президент Украины Владимир Зеленский, что в очередной раз демонстрирует и придает важности сражению, происходящему за город. Украинцы не намерены отступать из Бахмута, тем самым вынуждая россиян идти на штурм укрепленных позиций. И в то же время сами проводят контратаки, дабы обезопасить логистику. Хотя с этим сейчас ситуация не самая лучшая, ввиду небольшого горлышка между смыкающимися клешнями вокруг Бахмута. Дальше схожая ситуация в районе Авдеевки, где спустя год у российских войск обозначились хоть какие-то успехи. Тут они пытаются окружить город, атакуя с севера и юга, но основной маршрут снабжения остается под контролем украинских войск, хоть россиянам и удалось продвинуться к нему на несколько километров. Бои за Марьинку и в районе Угледара продолжаются. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без изменений на земле. Вчера ночью был нанесен удар по железной дороге в Джанкое, на территории оккупированного Крыма. Судя по кадрам, удар наносился с помощью дронов «Камикадзе». На видео слышен звук двигателя и взрыв. Что именно взрывалось, достоверно неизвестно. По некоторым данным, это могли быть вагоны с ракетами «Калибр». Джанкой – важнейший железнодорожный узел Крыма, в котором сходятся все направления, в том числе, чтобы попасть из Керчи в Севастополь. Поезду нужно проехать через Джанкой. Также сегодня утром сообщается о взрывах в Севастополе, но что именно там взрывалось на момент записи видео, неизвестно. Спасибо за просмотр, как всегда, буду благодарен адекватным комментариям, подписке и лайку этому видео.